Сетевой шуруповерт Днепро М. Наработка 46 часов. Применяется исключительно для чистки кукурузы. С кочанов снимаются зерна. Явление такое. Начал очень сухо работать, попискивает, и на обратном ходу появились свистящие звуки. Где-то смазки на него, походу, пожалели. Разбираем полностью и смазываем. Для начала из патрона выкручиваем винт с обратной резьбой. Крутим по часовой стрелке на выкрутку. Тут он выкрутился очень легко. Ничего военного, повторяю, шуруповерт не делал. Потом зажимаем в патроне шестигранный ключ и больше ничего пока не делаем. Начинаем разбирать шуруповерт. Сняли крышку, боковушку. Сняли якорь. Подшипники состояние хорошее. Вращаются хорошо. У щеток мы видим большой износ. Щетки ходят хрустя, тяжело. Это получше ходит. Если присмотреться, на якоре много графитовой пыли. Износ идет щеток такой. Для 46 часов очень сильный износ. Редуктор по звуку полностью сухой. Как будто смазки в нем никогда и не было. Разбираем редуктор. Вскрыли редуктор. Редуктор состояние шестеренок неплохое, но смазка вся, ее мало и пересохшая. Снимаю шестеренки, руки не пачкаются смазкой. Для снятия патрона нам понадобятся плоскогубцы, зажатый шестигранный ключ в патроне, тиски и киянка. Собираем такую схему. Плоскогубцами обхватываем площадку редуктора. Сами плоскогубцы хорошо зажимаем в тиски. И взяв, поддерживая рукой сам корпус редуктора, киянкой щелкаем по шестиграннику. Не надо бить по собранному шуруповерту. Шестеренки — это как игра в рулетку. Чуть сильнее затянут патрон, перетянут, шестеренки редуктора вылетают за милую душу. Все, щелк, и патрон съехал по резьбе. Выкрутив два шурупчика на торце редуктора, разбираем все остальное. Съемником снимаем стопорное колечко и разбираем редуктор окончательно. Подшипник, который был под стопорным колечком, шарики раскатились, был полностью сухой. Ни грамма смазки не было. И вообще в самом этом устройстве крайне мало смазки. Самое смешное в этом ремонте, что тут и промывать нечего. Нету смазки, нету грязи, как говорится. Ну, все. Теперь можно собирать. Берем мою любимую смазку. Матуль с бисульфидом молибдена. Для высоконагруженных механизмов и скоростных подшипников. И запихивая по пути смазку, все собираем назад.
Ну вот. И как-то почему-то звуков никаких нету. Теперь ни скрипов. Все тихо. Наши шарики на месте. Редуктор собран. Теперь вскрываем оба подшипника на якоре. Набив в подшипники смазки без особого энтузиазма, закрываем их, и наш механизм можно смело собирать. Все уложено. Ставим крышку и проверяем. Закручен последний шурупчик. Инструмент собран. Проверяем. Работает мягко. Лишних звуков нету. Вибраций нету. То есть, можно сказать, работа окончена. Итоги. Сам шуруповерт у меня вызывает неоднозначное мнение. Положительные моменты. Хороший длинный шнур, мягкий, который не портится на морозе. Относительно небольшая масса удобно лежит в руке. Как выяснилось, хороший редуктор с настоящих стальных шестеренок. Не силумин. Хорошо сделанный якорь. По сравнению с другими инструментами Днепром хорошая кнопка. Минусы. Отвратительнейшая сборка. То есть смазка не положена практически вообще. Редуктор должен быть высоконагруженный механизм. Он должен быть хорошо набит смазкой, планетарный редуктор. Ее тут отсутствие полной смазки. Там, где надо, она тоже отсутствует. И стоят очень плохие щетки. Щетки, ну, наверное, часов еще, наверное, 30 поработают. Дальше их надо будет поменять. Вывод очень простой. Впечатление, что все это сделано, чтобы вы не забывали, что у Днепром развита сервисная сеть, чтобы вы регулярно туда обращались. Хотя такое поведение фирмы, ну, оно просто крадет ваше время. Откровенно. Ну, если положить сюда было бы нормальную смазку изначально и поставить нормальные щетки, он проработал бы много сотен часов. Все, спасибо за внимание.